Каждому из нас, конечно же, хотелось бы прожить как можно более долгую и счастливую жизнь, как можно дольше задержаться в этом прекрасном и яростном мире. Но, увы, над каждым из нас давлеет неумолимая и жесткая неизбежность старения, как и тяжелая перспектива ухода из этого мира. Столетиями лучшие умы человечества бились над поиском эликсира молодости, пытались найти способ существенного продления человеческой жизни. С развитием наук, после того, как были сделаны крупные научные открытия, эти поиски активизировались. И в наше время все чаще появляются ученые-новаторы, которые ищут новые подходы к этой старой теме. Одним из таких ученых-новаторов является кандидат биологических наук, врач-биохимик Александр Александрович Сгурский. Я занимаюсь этим делом уже более 50 лет, с 1972 года. Решил для себя, что я посвящу свою жизнь изучению старения и созданию технологий замедления старения. И после того, как я это решил и создал намерение, то начали происходить изменения. То, что я вышел на эту технологию, в общем, я так считаю, что это как бы провидение. Сделанные им открытия и разработанные им технологии на данный момент не оценены общественностью в должной мере. Но нет сомнения в том, что они важны и значимы, так как открывают перспективы развития новых научных направлений и реально ведут к увеличению продолжительности жизни человека. Существует много теорий старения. За годы существования геронтологии, уже даже как науки современной, но еще даже в древности, были предложены самые разные теории старения, их несколько сотен. Но в целом, значит, выкристаллизовалось две группы теорий. Одна теория говорит о том, что старение наше – это программа, то есть некий процесс, который как мы развиваемся, и потом также мы начинаем стареть, запрограммировано, который организм типа сам включает эту программу. А вторая группа теорий, которые называют это все случайно. То есть организм сначала запрограммирован, а потом, когда он до конца вырос, он программу свою выполнил и начинает случайно разваливаться. Эти теории боролись долго, но явно истина лежит посередине. То есть это есть и такой компонент программируемый, есть и случайный компонент. Но в чем же суть открытия Александра Сгурского и его технологии омоложения? Ученый нередко выступает перед публикой с презентациями, на которых знакомит людей с особенностями разработанной им технологии. Эта технология называется технология применения аутологичных фибробластов. Мы ее применяем сейчас в эстетической медицине и косметологии. Что это такое? На самом деле, что есть в нашем организме разные типы клеток. Они выполняют каждый из них специализированные функции. И вот есть такие клетки, которые называются фибробласты. Это клетки соединительной ткани. Они были открыты достаточно давно, а это так они выглядят под микроскопом при небольшом увеличении. И эти клетки составляют основную часть нашей соединительной ткани, которые выполняют только одну функцию. Они делают нашу соединительную ткань, поддерживают ее в хорошем состоянии. Но с возрастом у фибробластов работа ухудшается, не по их вине, потому что происходят некие системные процессы в организме, и вот вы видите, там так фибробласт, он распластался, прицепился в нашей коже к разным молекулам, и он живет и функционирует. А с возрастом происходит такое, что у него отрываются связи, и он не может выполнять свои функции нормально. У нас появилась технология, именно которые мы смогли уже начать тестировать и применять в клинической практике. Путь Александра Сгурского в науке, который в конце концов привел его к разработке своей технологии омоложения,
был долгим и извилистым. Ему пришлось неоднократно менять место работы из-за непонимания окружением смысла и значения его исследований, пока, наконец, не удалось найти единомышленников и создать необходимую техническую базу. Когда я уже дальше получил возможность делать клетки самостоятельно, значит, это у меня появилась моя собственная лаборатория, да, то тогда я начал экспериментировать, значит, более глубоко, и тут я понял, что клетки не только могут фибробласты омолаживать кожу, но омолаживать вообще соединительную ткань. А через соединительную ткань они могут тормозить старение. Ну, в общем, вот так это все и получилось. И сейчас уже практически более 15 лет мы проверяем вот эту гипотезу, что клетки могут тормозить старение. Фибробласты, а не стволовые клетки. Сам процесс внедрения клеток фибробластов в организм выглядит так. Вначале делается забор небольшого фрагмента кожи человека, который с помощью определенной процедуры помещается в специальную питательную среду. Клетки постепенно начинают выходить из этого кусочка ткани. При этом начинается их активный рост и размножение. По прошествии примерно 2,5-3 месяцев клетки достигают нужной кондиции. Их количество становится оптимальным. С помощью щадящих инъекций клетки вводят в организм, в те его места, которые особенно нуждаются в омоложении и оздоровлении. В случае, если по той или иной причине необходимо отсрочить процедуру, клетки ставят на консервацию и сохраняют в криогенной камере при очень низких температурах. На самом деле клетки имеют какой-то разум свой собственный. Они так коммуницируют. Если за ними наблюдать и записывать, клеточка выскочила из этого кусочка кожи, посмотрела и исчезла. Снова туда-назад вернулась, ее нет. Она передает информацию о том, что здесь хорошо, здесь это вкусно, здесь много питательных веществ. И вот они, вот видите, и они пошли все, пошли и начали делиться. И в результате из вашей клетки, которые там не могут в коже делиться уже нормально, почему? Потому что организм их придавил, и мы перестали расти. Ну, это же все знают, что все, останавливается рост 25, и нет этого роста. А вот тут они начинают отдельно расти. И это нормальный рост, это никакой не нужный рост, как вот у нас там и опухоли бывают и прочее. Это совсем отдельно от организма идет вот нормальный рост нормальных клеток. На данный момент технология Александра Сгурского имеет в основном косметологическую направленность. К ней проявляют интерес главным образом женщины, которые, достигнув определенного возраста, пожелали сохранить свежесть своей кожи. Сгурский не особенно стремится рекламировать свою технологию, так как большое количество желающих его центр обслужить пока не способен. Но работает так называемое сарафанное радио. Да и сами косметологи убеждают своих клиенток в эффективности технологии Сгурского. А те женщины, которые уже попробовали мезотерапию, на самом деле эта процедура такая же, как другие мезотерапевтические процедуры, которые, вот, например, призваны улучшить вид. Не по-настоящему омолодить, а улучшить вид. Ну, например, ввести гиалуроновую кислоту, про это многие девушки, женщины, которые здесь присутствуют, знают. Ввести ботокс, чтобы расслабить мышцы. И ушли вот эти морщины, которые возникают из-за натяжения мышц. А это просто вводятся вот эти ваши собственные клетки, которые в культуре размножились и опять узнали, что такое молодость. Результаты такие, что идет действительно омоложение кожи. Вот. И мы проследили этот результат улучшения состояния кожи на много лет. Сейчас это уже больше 15 лет. Вот. Тут и показаны результаты, которые через 5 лет, через 2-3 года, вот морщины на лбу, соответственно, значит, еще одна пациентка. У нас их очень много сотен, уже далеко за 1000 пациентов. Вот. А что касается заживления ран и послеоперационных вот этих, реабилитационных, то тут вообще очень все, буквально в разы ускоряются процессы регенерации
и заживления. То есть это чудо на самом деле, понимаете? Это вот просто мы берем и так, значит, организм поднимаем на более высокий молодой уровень, он начинает так реагировать. Александр Сгурский в результате многолетних испытаний сделал свою технологию максимально безопасной. Постоянно изучая как ученый устройство человеческого организма и всесторонне оценивая его сложность, он стремился не вторгаться в малоизученные области, чтобы избежать негативных последствий. Но понимаете, это называется не генетическая процедура. Мы не меняем их гены, потому что влезать в гены – это опасно. Это мое мнение. Хотя многие делают генетический упор на генетику, что с помощью генетики добьемся омоложения. А я хочу на эпигенетике этого добиться и действую в этом направлении. Перспективы у этой технологии очень большие. И самые большие перспективы – это в том, что она безопасна, она терпима для пациента, она легко переносится. Несмотря на то, что применение технологии Сгурского на сегодняшний день имеет узкую косметологическую направленность, есть все основания говорить о том, что ее применение имеет и более важные позитивные следствия. Опыт показывает, что введение омоложенных клеток фибробластов приводит к торможению старения всего организма. Мы увидели, что есть общий эффект. Вот. Чем он опосредуется, мы не понимаем пока, не знаем, потому что это надо проводить очень серьезные эксперименты, которые требуют очень серьезных капиталовложений. Особенность научного метода Александра Сгурского заключается еще и в том, что прежде чем применить технологию на других людях, он проверяет ее эффективность и безопасность на себе. Ну, поскольку как бы я свободен в экспериментах на себе, значит, от этических всяких ограничений, я делал все, что угодно, вводил себе везде, вот, и много раз. И по лицу вводил, да, и по телу вводил, и по сухожилиям вводил, и по травмам вводил. В общем, делал все вот это. И смотрел эффекты. В основном я следил за негативом, а позитив, он сам по себе накапливался. Но я меряю свои параметры биовозраста. И, в общем-то, с начала вот моего исследования на себе, вот, я практически по тем тестам, которые я провожу, я не старею. Опыт работы Центра Александра Сгурского исключительно важен как для развития медицинской науки, так и для всей нашей социальной жизни. Этот опыт внушает оптимизм и дарит надежду на то, что не за горами тот день и час, когда процесс старения будет остановлен, а жизнь человека станет намного более продолжительной, чем сейчас.